Всем привет! Сегодня мы снова снимаем видео, которое позволит вам сделать ремонт своими руками с маленьким бюджетом. Нам потребуется краска влагостойкая, колерованная или не колерованная, это вы уже как хотите, на ваше усмотрение. И штукатурку мы будем использовать венецианскую. Общая стоимость материала от 150 рублей на квадратный метр. Тоже все зависит от того, какие вы материалы приобретете, дорогие или дешевые, какой будет производитель. От этого будет зависеть. Ну и еще также расход. То есть какая у вас стена. Например, если штукатуренные стены, то впитываемость краски будет высокая. То есть будет хорошо так впитается и уйдет в 2 раза больше, чем если бы стена была шпаклеванная акриловыми или латексными шпаклевками, например. От этого будет зависеть. Это вот первый слой краска. А второй слой будет венецианская штукатурка. Немножко мы ее вот так нанесем. Тоже зависит от того, насколько крупные будут у вас мазки. Но это мы в процессе сейчас посмотрим. Первый слой красим. Красим стены. Стараемся укрыть их с первого раза. Если краска хорошая, то она справится. Если краска подешевле, то вы в любом случае покроете 2. Укрывистость у нее разная. То есть вы когда вот приобретаете материалы, обратите внимание на стоимость. Если материал дешевый, это что-то значит, то есть есть какая-то на то причина. Не бывает просто так из одного ведра разная стоимость материала. То есть из одного ведра дешевая и дорогая не бывает. Если материал дороже, значит есть на то причина. Значит, у него компоненты, составляющие дорогие. Значит, он лучше по качеству, укрывисти и влагостойкая, и и все вот такое прочее. Обратите на это внимание. Но если бывают люди, ведь действительно бюджет ограниченный, тогда берите дешевые. Они, в принципе, выглядят тоже хорошо, у них просто свойства другие. Еще, кстати, по краскам есть такой момент. Мы сами неоднократно сталкивались, когда-то там было дело. Покупаешь краску дешевую, думаешь, что она, она хорошая краска, влагостойкая и все такое. А расход у нее получается фактически не 200 грамм на квадратный метр, а 400, 500, 600. Вот где собака порвалась. То есть мы сами тоже удивлялись. Красим потолок, например, и уходит на 10 квадратов не 3 литра или 2,5, а уходит 4-5. И ничего с этим вы сделать не сможете. Вот на это обратите внимание. То есть красим, в данном случае мы покрасим 1 раз. Покрасим и дадим ей до завтра высохнуть. В данном случае, вот в этом рисунке, вы можете шубку раскатывать, можете ее не раскатывать. Шубку, это я имею в виду от краски, вот от валика, вот эти вот ершистые остатки. Вы можете ее раскатать побольше, чтобы она была поглаже. А можете оставить эту шубку. То есть в данном образце не будет так критично. И так будет неплохо смотреться. Все оставляем сохнуть. После того, как высохла краска, нам нужно нанести на нее фактуру. Мы будем сегодня использовать венецианскую штукатурку, потому что ее можно нанести гладенько-гладенько, тоненько-тоненько. Мы же стремимся к тому, чтобы был маленький расход и недорогая стоимость итогового материала. Мы возьмем вот такую штукатурку венецианскую, вот она, Парад S160, и будем наносить ее следующим образом. Берем материал на кельму. То есть вот так выглядит штукатурка, вот такая вот она эластичная. То есть мы ее будем наносить ляпами, не сплошным слоем, а ляпами. Вот так вот сделаем, как карту мира, например, мы делаем рисунок. Здесь вот так же наляпаем. И вот это вот мы на стену нанесем. Такими, можно вот как карту мира нанести, а можно такими диагональными полосами. И вот эти ежики, которые у нас остаются сейчас, нам нужно подождать, когда они подсохнут. Штукатурка высыхает, когда вот она подсыхает, видно, что она теряет блеск. То есть из нее испаряется влага, грубо говоря. Если штукатурка становится похожа на матовую, это значит, что она подсыхает. И в этот момент нам нужно будет ее пригладить. То есть мы же не оставим вот такие острые края. Нам нужно, чтобы она была гладенькая. Наносим на стену.
То есть вот смотрите, я сейчас наношу на планшет и буду ждать ее подсыхания. А вы, когда работаете на стене, у вас же площадь большая, то есть вы начали и наносите вот эти ляпы. Не проморгайте момент, когда она начнет подсыхать. То есть вам не нужно, чтобы она в камень встала, она достаточно быстро сохнет. То есть вы наносите и оглядываетесь назад и смотрите, не подсохла ли она, чтобы ее пригладить. Сейчас немножечко нанесем, подождем и будем приглаживать. Вот так наносится она. То есть берем шпатель, из ведра черпаем штукатурку, накладываем ее на кельму, пришлепываем и вот таким образом. Не нужно кельму прислонять туда вот прям плотно. То есть надо только материал перенести. Слегка прикасаемся к стене. Видите, да, у нас краска колерованная, а штукатурка белая. Вот цветами можно играть. То есть вы можете заколеровать в один цвет, постараться и краску, и штукатурку. Можете сделать разные цвета. Можете не колеровать вообще. Сверху только лазурью покрасить какой-нибудь блестящий. Здесь можно также регулировать количество вот этих вот островков, больше-меньше, гуще или жиже. От этого также будет расход итоговый зависеть, насколько дорого или недорого. Вот то, что мы сейчас делаем, это будет в районе 150-200 рублей за квадратный метр. Комплект, то есть это краска, это колеровка, это штукатурка. И верхнее покрытие воск с лазурью. То есть итоговая стоимость примерно будет 200 рублей за квадратный метр. Недорого достаточно. Нанесли и ждем. Немножко подсох материал. Попробуем пригладить. Кельма должна быть чистая. Можно ее увлажнять, то есть салфетку или что-то взять, губочку какую-то. Начинаем тихонечко приглаживать, прямо еле-еле касаясь. Вот. Приглаживаете так, как вы хотите видеть. Если вы хотите вот такую видеть диагональ, то приглаживайте в этом направлении. Если хотите вот такие вот полосы горизонтальные, то значит горизонтально. Видите, вы когда снимаете излишки, у вас вот это вот на краю остается. Снимаем с кельмы. Это излишки, это не нужно. И приглаживаем дальше, еле-еле касаясь. Вот так. То есть мы практически не касаемся, слегка-слегка только убираем верха. Дальше можно еще немножко подождать, когда она еще подсохнет. А можно сейчас добавить еще куда-то элементы, если хотите, например, вам кажется, что надо куда-то добавить, где-то пустовато. Вот в этот момент вы и добавляете. Я добавлять ничего не буду. Меня устраивает. Подсохла. Вот мы ее рукой трогаем, она у нас уже нигде не остается, она сухая. Дальше мы возьмем кельму и снимем кельмой излишки. Вот острые края какие-то неприятные на ощупь, мы кельмой почистим. Если что-то не нравится, можно это подшкурить. Все, готово. Дальше что мы делаем? Мы взяли 100 грамм примерно вот такого вот воска эффектум. Воск — это прозрачный такой состав, он похож на густой лак. Здесь именно содержится воск, восковая эмульсия. И взяли к 100 грамм, добавили бриллиант микс 30 грамм. То есть примерно перемешиваем 70 к 30. 70% воска, 30% бриллианта. Накладываем воск. Теперь он у нас блестящий. На кельму, вот таким образом. То есть прямо на кельму кладем. Он не такой жидкий. Видите, вот, густой достаточно. И его мы накладываем сюда в качестве защиты и в качестве дополнительного эффекта, чтобы материал, ну вот, чтобы стена не казалась пустой. Прямо так же кельмой, как мы материал наносили, также мы накладываем и воск.
Не забывайте прорабатывать углы, внутренние, наружные, чтобы потом не лазить и не поправлять. Вот сейчас он у нас готов. Нам нужно дождаться высыхания, чтобы увидеть эффект. Высыхает он, начинает подсыхать он примерно через полчасика, уже вы увидите, что у вас получается. Если вы делаете штукатурку самостоятельно, без помощи специалистов, пробуйте сначала на одной стене, доводите ее до конца, увидите финишный результат, потом только можно будет на остальные стены. То есть не лезьте сразу на всю площадь. Так вроде вот посмотришь, ничего такого сверхъестественного нет, но все-таки это работа. И если что-то не получается, то будет обидно. Вот так оставим и ждем высыхания. Вот так. Всем пока. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Будем рады видеть вас в числе наших подписчиков. Пока.